Сегодня у нас что? Пятница, развратница. И кроме того, что мы можем вечером немножечко посидеть в ресторане с друзьями и выпить, надо посмотреть прежде на рынке, что здесь творится. А все было бы неплохо, если бы нам не испортил все на этот раз Си Цзиньпинь, который ввел ответные тарифы для товаров из США 34%. Красавчик он. Конечно, если бы мы не торговали с вами, то нам было бы на это вообще похрен. Но так как мы занимаемся спекуляциями, на нас все это дело отражается. Ну ладно, ничего страшного, давайте смотреть, что мы видим с вами. Ничего хорошего мы с вами пока не видим по эфиру. С одной стороны, ну, на графике мы не видим ничего хорошего. Ну, слава богу, вот эту вот штучку мы еще не пробили. Можем ее, конечно, с вами нарисовать. Но толку от этого немного. Собственно, торгуемся пока здесь. Откуда подбирать эфир? Ну, уже 10 раз я говорил. Кто более-менее терпит просадки, какой-то риск и так далее, он может набирать хоть с текущих, да, ставим с вами. Господи, слово забыл уже, как называется. Ликвидация. Вот, видите, как хорошо, что я даже это слово уже даже забывать стал. Ликвидацию ставим меньше 1000 и с плечами погнали. Потому что у эфира попозже я покажу в очередной раз. Очень интересная картинка складывается. Ну а краткосрочно, что кто не терпим к риску, просадок не любит. Любит, чтобы все было четко. Ну, тот ждет 1,6, 1,5. И вот из этой зоны покупает благополучно. Так, биткоин. Биткоин. Что, многие шортили от 85. Ну, в принципе, можно было, конечно. Но я думал, что мы вот все-таки Си Цзиньпинь бы еще бы на пару-тройку часов бы попозже бы свое это высказал. И мы бы, может, дошли бы вот до сюда, и я бы здесь взял шорт. Я без позиции. Сегодня почему-то у нас, кстати, много новостей. Безработица, там Пауэлл выступает. Обычно это все по четвергам. Я не знаю, почему перенесли на пятницу. Может, растягивают удовольствие. То Трамп выступит, то Пауэлл что-нибудь какую-нибудь херню скажет. Ну, чтобы нам было как бы весело каждый день. Ну, потому что когда сегодня 4. Ну вчера дали нам отдохнуть. Да, а так бы, если бы вчера бы еще безработица и Пауэлл добавили бы к нашей дискотеке чего-то, то было бы вообще весело. Ну, сегодня смотрим. Я вообще не исключаю вариант, что мы как бы все-таки дойдем сюда сегодня. Ну, либо вниз откуда-то в ту зону, откуда хочется покупать. А где нам хочется покупать? Ну, покупать вот здесь вот, от 78 до 75 было бы интересно. Да, либо уже продавать, ну, где-то повыше. Здесь пока мы телепаемся. Ну, такое себе. Можно, конечно, но осторожно. Пока каких-то таких сетапов, да, от которых хотелось бы что-то делать, я не вижу. Может, я плохо смотрю. Или, может, я уже старое, зрение плохое у меня. У вас, может, оно получше. Ну, ладно, шутки шутками. Ну, все остается как есть. Так, ну давайте, господи, объем посмотрим. Интересно же, что-то поменялось, не поменялось, да. И мне вот вместо тепловых карт вот эта вот штука кажется более наглядной и прикольной.
Потому что на тепловых картах, как бы, понятно, вся та же самая информация, но мне кажется, здесь вот интереснее, да, то есть ты здесь можешь посмотреть, вот, допустим, до 2000, да, сколько ликвидаций будет, вот, 3 миллиарда. И все, на тепловой карте тебе там надо что-то считать, там, ну, я не знаю, мне кажется, вот этот график более наглядный. Да, мы здесь как бы можем прям все посмотреть, все-все. Ну, и плюс у нас здесь три основные биржи. Так, ладно, эфириум. Что мы видим? Мы видим интересную, про которую картину я вам и говорил. У нас внизу 600, ну 700 миллионов ликвидаций, да, то есть по сути лонгов-то нет как таковых. Не сильно, а если брать вот даже совсем до 1700 мы дойдем, да, то у нас внизу вообще не останется ничего. Ну, то есть никто там стопы не ставит там непонятно куда, как я вам говорю, что вот делайте ликвидацию, чтобы меньше 1000 была и будет вам счастье. Вот таких как бы дураков-то немного. Точнее, почти полное их отсутствие. А вверху, ну, то есть ликвидация шортовых позиций, вот здесь у нас уже более интересно, да, у нас почти 6 миллиардов. 600 миллионов, 6 миллиардов, да, куда пойдем в ближайшем будущем. Я думаю, что все там могут понять, куда мы пойдем. Но, опять же, вот эта вот история, она же может меняться, то есть она динамическая. Это сейчас вот такой баланс позиций, да, там через час кто-нибудь что-нибудь ляпнет, как бы он будет другой. Но все равно на это можно поглядывать в моменте и примерно анализировать, да, где мы, что мы, где деньги. Где деньги? Давайте посмотрим, где деньги в биткоине. В биткоине внизу, ну, условно 5,8, вверху 8. Но, как я вам говорил, что вот позиции-то вот здесь вот лонговые посмотреть. Вот это мы снимаем, да, допустим, вот до сколько там, до 78. Это уже ликвидация на 4,5 ерда. Да, внизу у нас уже вот не сильно много было бы. Понятно, что там еще кто-то наберет, когда мы будем в этой зоне. Но, в общем, если быстренько, да, вот быстренько, когда это очень хорошо. Быстренько сюда раз, соплей, собрали и быстренько обратно. И вот тогда это вот все красиво было бы. Потому что быстрые вот эти вот сопли, конечно, они прикольные. И все, и мы бы вот, где у нас? Да вот у нас основная, в основной-то объем до 90. 90, 91, 92. Там уже дальше тоже ничего нет. А вот самый большой, да, сколько? Ну вот до 90 бы сходить. Было бы прекрасно. Так, ну, собственно, как-то так, ребята. Ждем новости, информацию, открытия американского рынка. Куда попало, не залетаем. Все-таки ждем каких-то сетапов нормальных, понятных. А то некоторые новички, как бы, как они делают. Ну вот, день-два, как бы нету ничего. Да, такого нормального, куда бы хотелось зайти. Вот, значит, надо это выдумать. Давайте выдумаем, да, там вот руки чешутся уже что-то купить или продать, или еще что-нибудь. Вот я сейчас 5-минутку открою и как, уф, мы упали, значит, надо покупать. Или мы, наоборот, выросли, значит, надо продавать срочно. Вот эта вот история, она может еще туда вот непонятно сколько лететь. Ну, либо наоборот. Поэтому надо всегда чуть-чуть думать головой и от каких-то понятных вещей отталкиваться. Да, где покупать, где продавать, где у тебя риск, где ты будешь выходить. Ну, на этом мы закончим. Может, в выходные что-то запишу, если будет что-то интересное. Ну, а со следующей недели, наверное, давайте с понедельника начнем. Я же там обещал и про такси челлендж, и мне на самом деле надо немножечко одну стратегию измененную опробовать, месяцок поторговать. Ну, потому что не люблю я на исторических данных, вот, и там
что-то загрузи, мы там опробуем, да, год назад или так. Во-первых, алгоритм как бы не всегда можно загрузить, да, какой-то там такой понятный. Это когда ты робота делаешь, да, ты можешь там на исторических данных что-то там посмотреть, и то это такое себе дело. Потому что рынок все равно меняется, и это не гарантия какая-то того, что там робота нормально он написал. А когда ты как бы сам торгуешь, то как бы проверить ты можешь только как бы деньгами и временем. Никакие алгоритмы там тебе не помогут. Ну, тем более ты какие-то простенькие стратегии можешь там переложить, да, там в какой-то алгоритм понятный, и это все сделать роботизированно, да, что-то там написать, какую-то прогу. А когда ты, ну, как бы ручками торгуешь и глазками, и каким-то там на основании своего опыта, там еще там чего-то, да, то ты это уже как бы на бумагу-то не перенесешь. Поэтому приходится самому все делать. Ну и с понедельника, да, начнем. Все, всем пока, удачных выходных, много не пейте.